Алоха, друзья! Это история о романтике дорог Турции. Путешествие ради путешествия. И мы приехали покупать свою первую яхту. Давай, зажги огонь, братан. Правильность пути, по которому ты идешь, определяется тем, насколько ты счастлив, идя по нему. Дорога гипнотизирует, и мне кажется, это какой-то вирус. Заболел им, и все. Тебя уже не остановить. И вот, мы снова счастливы, а за стеклом проносятся пейзажи, как в кино, даже более реальные. Можно откинуться на спинку и просто молча смотреть вдаль, не думая ни о чем. В общем, друзья, мы решили уехать от моря и поехать куда-нибудь в настоящую Турцию. Правда, нас все равно занесло в туристическое место, но оно от этого не хуже. Мы из самого туристического места выбрали что-то попроще. И мы находимся в Каппадокии, в деревне Учисар. Вот там внизу, в долине, находится деревня Göreme и одноименный национальный парк. Ощущение здесь, как будто ты попал на какую-то совсем другую планету. Необычно. Есть вход. Но, к сожалению, он закрыт дверью. Давайте зайдем во второй. Каппадокия. Упоминается даже в Библии. А знаменита она помимо пейзажей и ландшафта своими домами, вырубленных прямо в скалах. Эти образования легко поддаются обработке. Так и появлялись помещения от конюшен до церквей. Вот дверь побольше. Как и везде в Турции, тут много пёсов. Добрых таких, улыбчивых. Как их не потрепать за ушком. Друзей они любят, а я для них друг. Вселенная щедрая. Земля дает нам все, что надо. Вот те же вкуснейшие помидоры или виноград. Котичек, не сладкие. Натуральный. Классный виноград. А вот здесь, ходя по всем этим ущельям, можно обнаружить вот кучу таких мест. Видно, вот, видите, вон там окошко вот это маленькое из той пещеры. И тишина. Изначально вот эти вот жилища в Каппадокии, христианство, где-то 250 лет люди просто жили, верили в Бога, а потом стало появляться монашество и аскетизм, и монахи селились вот в таких, вот вырубали себе такие отдельные вот кельи и так жили. И два святых, не помню их имена, сделали свод правил, которые до сих пор действуют в греческой церкви. Ну вот мы и решили представить, каково это было монахам карабкаться наверх. Да и закарабкали сами. Обалдеть! Пейзажи, конечно, просто обалдеть! 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 Множество обителей с ликами и без. Да весь край был изрыт пещерами, в которых были церкви, скиты, кельи. Даже места на всех стало уже и не хватать. Пришлось запретить. На все это можно взглянуть сверху, на шарах. Ну, пока взлетела только парочка штучек. Давай, зажги огонь, братан. Мы не полетали, но поверьте, что вид снизу не менее впечатляющий. Нам быстро наскучивают места, где много туристов, но от этого всегда можно убежать. Если ты хочешь узнать что-то о море, ты должен быть на море, иначе нельзя. Что на этот раз, я не знаю. Просто хотелось побыть ближе, побыть в одиночестве, послушать шум волн, освободить ум от всего окружающего и просто заняться простыми делами. Мысли плывут спокойно. Глаза и тело радуются виду моря и тишины.
Костер греет воду для чая. Время как будто застыло. Вы понимаете теперь, зачем мы идем к морю? Мощная сила. С собой у нас припасы на несколько дней, так что можно забыть обо всем и просто плыть по течению. Потому что в нашей жизни бывает не так много таких дней, и их нужно прожить на полную. Побольше бы таких дней. Они запоминаются, поверьте. На смену одним дням приходят другие. Самым популярным у нас типом активности является дорога. Куда же ты ведешь нас, дорога? Итак, сегодня мы ночевали у прекрасных, дружелюбных ребят. Мы просто шли по дороге, они окликнули нас, покормили, дали ночлег, потому что для палатки на улице уже холодно. Дорога привела нас к хорошим людям, которые, поверьте, встречаются гораздо чаще, чем плохие. Cheese. Just Cheese. coffee. Cheese, yes, it's cheese, cheese. Egg, Egg, tomato, paper. Yeah, And and yes. what's this name? His name, Chorek. Чурек. Yes, И чай. yes. My name's Vedat. I'm 20 years old. I'm studying at the digital university. My department is machine engineer. О, As I work in my supermarket. I do breakfast now. family business. Yes, my family business. Yes. Yes, and you are clever and speak English. Thank you. Дорога не ждет, а всегда тянет нас вперед. Иногда мне кажется, что это какой-то зов. Может, его слышат и те люди, которые в том числе и подвозят нас. Эх, подвези-ка этих бродяг. Ты должен. А может и нет ничего. Никто ничего не слышит, включая меня. У меня нет другого объяснения. Поэтому картина сменяет одну другой. Водители и машины меняются. И лишь я и Айна еще здесь, с вами. А иногда нужно просто найти новую машину. Нужно всего лишь поднять руку и помчаться в новое приключение. Как сейчас. Нас подвозит сын влиятельного министра в Турции, который увидел нас на дороге. По правде говоря, мы даже и подумать еще не успели о том, чтобы кого-то остановить. А он вернулся и предложил нас подвезти. А попутно мы свернули в горы, в места его детства. Ему хотелось разделить момент с нами. Называйте как хотите, а вселенная нас не обижает. Мы оказались в кратере давно потухшего вулкана, да еще и в самую золотую пору – осень, когда все вокруг окрашено золотыми красками, а небо ослепительно голубое, невероятно красиво. Был бы я не мерзляком, точно бы искупался. Вода чистая, как слеза, но такая ледяная. Каждая веточка тут тянется к солнцу, пока оно еще греет. Ведь скоро придет зима, засыпет тут все снегом. Вокруг горы и совсем рядом снежные вершины, а во многих местах по ночам уже даже мороз. Так что и мы, как в последний раз, не отрывали взгляды от всего, что вокруг нас. А тут, как видите, еще есть на что посмотреть. Бе. Бе. А это уже не кратер вулкана, а озеро Ван. Озеро очень прекрасное. Кто же тут так все ярко раскрасил? Да еще и снежная шапка на горе вдалеке. Живут тут в основном курды, как и те, что кормили нас где-то до этого. Признайтесь, а вам еще не захотелось оторвать попу от дивана и уехать, куда глаза глядят? Если нет, то тогда пока мы за вас сплаваем на остров, который когда-то был Арменией. На нем стоит церковь, а туда частенько захаживают паломники из Армении. Душевное место. Мы уговорили лодочника взять нас туда
туда бесплатно и провели там весь день, гуляя между деревьев и просто сидя на горе и смотря вниз. А уплыли мы на закате, уставшие, провожая место, где провели целый день. Ну а под конец у нас осталась, знаете, такая вишенка на торте. Самое красивое место в этой части пути. Мы остановились на ночь у имама из мечети, а от его дома нужно было еще несколько часов идти. Я таки не сказал куда. К подножию горы Арарат, которая, если вы не знали, хоть и красуется на флаге Армении, но по факту находится она в Турции. Мы даже забрели в местную деревню по пути. Пардон, а су? Заметили, что жители, от слова совсем не похожи на турков. Такая вот бывшая армянская деревня. Teşekkür ederim. Eve gelin. Çay kahvaltı yapalım. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Güle güle. Но это не мешает быть им такими гостеприимными. Кстати, с этой стороны это последняя деревня. И дальше лишь путь к горе. Гора, как и путь к ней, не самые простые. Ведь именно к горе Арарат когда-то пристал Ноев ковчег. А многие годы спустя, да и вовсе, считалось, что простому смертному попытка восхождения – это посягательство на святыню. Мы молча шли к подножию. А пик с белой шапкой был нашим ориентиром. Солнце припекало так, что было очень жарко. Хотя ночью -5, сейчас реально жарко. Мы топали и топали вперед. Час или 2, или 3, да я не знаю. Ноги гудят. Камни до кочки. Да это еще без вещей. Видимо, все дело в том, что мы встали в 6 утра. Как знаете, не наше время абсолютно. И мы дошли до лучшего вида, чтобы отметить этот день в календаре в голове. Как удачный. У нас их много, но лишним не будет. Так вот, дорога приводит нас в места, которые запоминаются на всю жизнь. Завтра будет еще один день, и нам уже прямо сейчас пора заняться тем, чтобы и он занял свое место в списке лучших дней.